Добрый день. Мы идем. Дышать даже это такой теплый воздух прям с духовки. Что-то на дереве, что-то там пищит, непонятно. Сегодня, надеюсь, видосы полетят, потому что не мог реально вам ничего залить. С интернетом проблема. Ну, короче, Wi-Fi типа купил. Стой, машина. Wi-Fi купил. Говорю, машина сзади. Wi-Fi купил, а говорит, нет у нас. Заплатил, нет. Сейчас пойдем. Сказали, деньги вернут. Уже нашел вариант. План Б должен быть всегда. Нашел вариант, так что надеюсь, сегодня все полетит. Вот тачка. Агенция Марина. Вот эта машина. Давай быстрее. Вон стоит. Давай. Тенрис. Ямаха. Вообще прикольная. Очень жарко. Вчера хорошо подзагорел прям. Жена прям тоже поджарилась. Детей кремом обязательно. Нормально. На море вода просто вообще обалденно теплая. Так что посмотрим, что сегодня будет. Сегодня тоже так на небо смотришь, тучек вообще нет. Говорю, пока тучек нет, наслаждаемся солнцем, наслаждаемся теплой погодой. Как тучки будут, можно будет что-нибудь другое предпринять. Это все будет. Налево здесь, да? Да, там машина была. Да. Пойдем назад. Или так видишь? Ну, такая же, как в Германии, тема с этими самокатами. Вот на каждом углу смотришь, летают. Но есть еще самокаты, много кто привез с Германии, кто приехал, свои. Есть такая тема. Классно. Тут есть такие тележки. Раньше ездили со всей семьей. И уже я присмотрел. На днях обязательно прокатимся, будет контент. Вообще. А так, прям погода, каникулы, вон, сами видите, небо, солнце жарит прям. Опа! О-ля-ля! Вы что, не одели, блин? В смысле поэтому? Иди, фейерверк. Вот здесь такие домики вот стоят, 3-4 этажа. И все квартиры по отдельности сдаются. На первых этажах вот такие агентуры. Вот такие вот агенции, агентура, где заходишь и спрашиваешь там квартиру, потом сдать на недельку, на 2, на месяц, кто как. И мы в этот раз взяли, у нас квартира была прям... Мы в этом доме были ровно 3 года назад, только квартира была напротив, то есть с другой стороны был балкон. Сейчас, конечно, удобств меньше, но сейчас и месяц такой, где прям сезон, как у нас говорят, хох-сезон, то есть самый пик такой, да, то есть сейчас еще мы перед пиком взяли вот до неделю до этого, и уже дорого, хотя в квартире ничего особенного нет, там у нас кроме кондиционера, микроволновки, люкс никакого сильно-то и нет. Телевизор, который на итальянском, и то с помехами. Так что будем надеяться на лучшее. Но он как бы нам сильно не нужен, телевизор, потому что квартирка здесь, в принципе, вот позавтракать и потом на море. Вечером ты пришел домой после моря, там, под вечер. В душ сходил, потом в ресторан. Зачем нам телевизор? Тут, блин, вчера такой фейерверк был. Я до этого залью этот видос. Я его сделал, скорее всего, чисто один видос. Потому что да, незабываемая тема. 15 минут прям бах-бах-бах. Такого обалденного качества. Так красиво. И я уже проверял запись. Телефон записал прям отлично. Жара. Вот на зебре туристы пропускают. Молодцы, итальянцы. И здесь, если честно, как деревня такая. Сделали 60 лет назад для туризма. Я вчера читал информацию, я раньше интересовался как-то этим, вот вчера прям
Они сейчас еще такие поставили в этом году вывески, то есть у них последние здесь 2 года с ковидом были очень большие проблемы. Тут видно сразу некоторые магазинчики, которые ты раньше знал, их закрылись. И тем самым кто-то пошел в банкротство, кто-то выдержал. И теперь они в этом году зарабатывают прям по полной. То есть в этом году здесь так много народу. Я еще реально никогда не... Ну, то есть всегда было много, но в этом году прям, мне кажется, такой пик. Мы здесь уже 5 или 6 раз в этом городке. Просто сегодня вот полным составом. То есть вся фамилия наша. Посмотрим. Фейерверк будет попозже. Прогуляемся вот как раз вот 200 метров или даже 300 метров от моря. Здесь уже можно сказать такой деревня-то маленькая, центр. А здесь вот жилые дома, там, да, кто-то живет здесь вот весь год, кто-то вот также снимает домики. Ну, видно, кто здесь постоянно живет, у них там все аккуратненько. И опять же, представляете, вот этот городок живет с 1 апреля до 30 сентября, когда вот туризм здесь, а с 1 октября до 31 марта здесь находится там всего ничего, да, в основном свои все, это прям. Асфальт новый, да? Смотри-ка все. Ну, асфальт положили, молодцы. Очень приятно, тепло, да? Идешь прям, у тебя уже чувствуется. Я, конечно, вообще вот эти пальмы, да, что-то вот это вот там чирикает, непонятно, что такое за звук какой-то, что за насекомые такие своеобразные. Ящерица здесь это, как в Германии, муравьи. Ну, опять же, вот из-за того, что климат другой, да, какие-то другие сорта растений, там, деревьев, да, вот эта вот штучка такая непонятная, первый раз вижу. Вот так вот. Некоторые дома ты идешь, допустим, и вот так вот стоят вот такие штучки вот на заборе там, да. Это еще старенькая вывеска, а есть такие уже новые, там у них прямо этот QR-код. А вон там и где-то жили. Ну, в принципе, мы там уже в этом городке уже жили, там уже несколько разных мест жили, проживали, и сейчас, в принципе, вот это вот второй раз, что мы взяли в одном и том же месте, можно сказать, в одном и том же доме большом. И прям выходишь, у нас с дома вышел, проходишь там, не знаю, полминуты пешком, и ты уже, можно сказать, на центральной улице, вот это, где все рестораны, вот эти магазины, и нормально. Пальма, конечно, вот здесь вот дом частный, он видно, пальма, фонтаны и красота прям. Очень удобно, когда вот так прям близко. Вот этот вообще очень красиво. Так все со вкусом, прям так сделано. Красота. Детскую площадку доработали чуть-чуть, вот. Здесь большая прям. Ну вот здесь, в принципе, неподалеку жили от детской площадки когда-то. Это примерно получается в сторону моря с этого места. Наверное, метров 500-600. Здесь маленькое футбольное поле какое-то, тут детская площадка, тут вон рядом церковь. Все, в принципе, есть. Да, и аптеки, там банки. Вчера вот банкоматы столкнулись с такой темой, на кредитной карте 2 или 3 банкомата не работают. Ну, конечно, если у тебя сегодня на завтра приезжают, не знаю, 10 тысяч туристов или 20 тысяч туристов, которые все на 2 банковских автомата налетели,
И не каждый снимает там по 20 евро, то есть снимают там тысячами, да, и там на 500-600 евро за раз. Это прям деньги в автомате-то быстро заканчиваются. Это должно быть тоже всем понятно. Сейчас вам покажу церковь. Ну как-нибудь вот так вот буду потихоньку. Сегодня, завтра, там, послезавтра. Там чуть покажу, чтобы это много за раз не было. Чтобы вот так вот за 2 недели весь городок обойдем, еще и прокатимся, еще возьмем технику. Проедемся, вообще интересно будет. Здесь паровозики специально ездят такие для туристов. Вот так вот выглядит церковь. Здесь, поскольку пандемия, все дела, вот эти вот скамейки стоят на улице. Во время пандемии на улице были, так, проходили службы. Раньше таких лавочек много на улице не было. Пандемия много чего поменяла. Здесь тоже вот детская площадка. Еще одна, Мария, детская площадка. Детская площадка. Баки вот мусорные тоже чуть-чуть по-другому, да, у нас синий только бумага, здесь синее стекло, зеленая еда, там то же самое, ну, перемешано, надо прям смотреть на картинке, что куда ложить. А, кстати, насчет интернета, да, продала мне итальянка, короче, типа паспорт на Wi-Fi, где мы живем в доме. Он как бы там роутер есть. Ну, когда кинулись, я залезть туда не могу. А он говорит мне такое, сейчас позвоню этому итальянцу, да, он так хорошо, он разговаривает на многих языках, там, да, и на английском, на немецком. Он такой говорит, а не, говорит, ну, кстати, вон там вокзал, но об этом попозже. Он говорит, не, говорит, там нет такого интернета. То есть надо тебе прийти, деньги вернем. Сейчас пришли, все, деньги отдал. Вообще разговора нет. Теперь я думаю, что, ну, надо теперь смотреть. Сказали, я там прочитал вчера информацию, есть на пляже Wi-Fi. Если там возьмем, нормально все будет. То есть буду заливать, то есть, ну, вообще-то план был каждый день заливать видосы. Почему-то вот этот вот видос, который 3-4 минуты, я вот вам обработал, все в телефоне, все сделал, начал его заливать. Он говорит, а мне смс-ка приходит с Германии, говорит, а у вас интернет закончился? Я такой, ну, супер, я вот прям, у меня радость, прям аж зубы скрипели от радости, а что поделаешь? Я вот сутки ничего не мог выложить. Ну, это все надо бы поменять. Сейчас сходим в магаз, чуть-чуть закупимся. Потом мелкому надо будет поспать. Но сейчас, в принципе, вот в обед вчера пошли и сгорели. Пойдем чуть попозже лучше на пляж, чтобы меньше сгореть сильно, а именно нормально загореть. И что еще? Ну, потом уже позже посмотрим там на пляже. Возьмем на пляже Wi-Fi. Надеюсь, все будет нормально, поскольку мы там много находимся, и это нормально будет. Тогда я могу хотя бы там прийти на пляжу, монтировать видос. Это вообще будет интересно, конечно. Что-то новенькое, такой вот новый экспириенс. Да, а так вот смотришь, да, вот уже городок стал такой, до того уже родной, поскольку мы здесь уже столько раз были, уже здесь все знаем, всю деревню уже, это очень хорошо. Приятно, ходишь такой, сам прям так соскучился уже, сказать можно. Здесь были там в 2009 году были первый раз, мы тогда ничего не видели сильно. Потом были в 2014, тогда было старшему 2 годика, сейчас ему уже 10, в 16, в 17 и в 19. И сейчас вот 22. И обалденно, то есть ты идешь вот, прям уже как, можно сказать, как у себя вот в городе, где ты постоянно живешь, то есть уже столько раз здесь были, и что-то того так знакомое, уже улицы, там названия знаешь, все примерно. И уже проще ориентироваться, когда ищешь домик или квартиру.
потому что ты уже знаешь там более-менее название улиц, где эта тема находится, что там рядом, запоминается. Все, пойдем. Все, пойдем. Видишь, он останавливается. Уй! Молодец. Зебра, но лучше подождать, когда водитель среагирует и пропустит. Ну, он поехал. А вон, точило, смотри, гольф-кар, да? Это для ленивых. Что, будешь педали крутить? Подождал минутку, тебя водитель увидел, все, и вперед. Вот сейчас, кстати, вот историческую покажу штучку. На магазине вот фотографии, как вот этот весь городок строился, отели, все вот эти фонтаны. 60 лет назад, 60 лет. Сейчас засвечу. Так, вот с такого вообще начиналось когда-то. Вот так вот на пляже был первый отель 60 лет назад. Вот. Планировка, там еще все пусто. Уже машины пошли. Фонтан когда-то позже. Больше отелей. Я возьму. Вот. Вот раньше вон сидели вон на фонтане возле моря. В кустах еще. Горбуш. Орехи. Орехи грецкие везде дорого. Наши немецкие йогурты тоже здесь есть, но они стоят, да, почти так же стоят. О, вот эти вот точно дети кушать будут. Все, что связано с лапшой, с кетчупом, пастой. Где мама? Мама, что? Варенье взяла? Пойдем сюда, да? Вот тунец стоит, что в Германии, что тут. Тепло. Кастелло. Короче, замок какой-то. Например, бутылку не могу обхватить. О, какая размером большая. А все потому, что это не 0,5, а он там стоит 66. Это 0,66, то есть 660 миллилитров. И это уже, да, это уже тяжеловато. Ну как, вроде чуть-чуть больше, но разница есть. Пьешь, она не заканчивается. Такой вот обеденный такой перекус. Классная бутылка. Сейчас вот жара днем. Так вот прям поесть ничего и не охота сильно. Завтрак еле-еле полбулочки съел. В магазин прогулялись.
Специально баночная, чтобы на пляж можно было взять. Сок. Детям йогурты. Ну так, по мелочевке. Сейчас пойдем на пляж, говорю, давай, блин. Давай ты нам интернет. Вообще без интернета, конечно, как без рук. Вот с других стран у них уже как у кого-то флейтред есть, у меня еще флейтред нету, это чувствуется, ну. Вот. Почему-то вот, пока мы ехали сюда, вроде много ничего не постовал. Но интернет закончился. Обещали, что наш штранд пойдем, ну, то есть штранд, на пляж. Там можно будет взять. Ну, кстати, вчера новое заметил. 3 года назад такого не было. Пляж прям возле моря, все, где песок. Курить запрещено. Для некурящих стараются, но сейчас прям отдельно сделали им такие островки, зонтики, там пепельницы, все поставили, чтобы прям шикарно. И люди реально этого придерживаются, вот это вот, что самое классное. То есть сказали запрещено, значит запрещено. Я думаю, если кого-то поймают, все-таки штраф будет. Потому что в Италии штраф, конечно же, с Германией не сравнить, я думаю, по-любому зарядят. Также вот эти вот массажисты ходят, там продают зонтики, всякие полотенца. Раньше прям вообще было много очень таких, которые там продавали полотенца. Каждые 5 минут тебе на мозг капали, там покупай. Вчера, конечно же, вот были мы, но такого я не видел прям как раньше. То есть ходил там, кто-то там драконов вот этих вот летающие вот эти продавали, эти змеи. Кто-то тебе там косички плетет, все, в принципе, там массаж кто-то делает, да. Вчера я вот одна женщина делала там прически, и один раз прошли, короче, пару парней, и все, и тишина. И, то есть отдыхал ты реально, был сконцентрирован на отпуске, не на том, чтобы этим все время говорить, типа, вали. Что, я не помню, был какой-то 1 год, что они там реально прям достали, можно сказать, потому что чересчур часто вот это вот все подходили, тебе на мозг капали, там, купи там, да, и в том роде все это. А сейчас прям кайф. Поставили больше зонтиков, да, и место на пляжу сразу ты покупаешь на неделю. Сколько мы здесь? 2 недели. Можно сказать. Сразу на 2 недели купил и все. И нормально. На 2 недели взяли, и они как раз до пятницы, что ли. Мы в субботу, поскольку у нас все равно так чек-аут, они уже в субботу не считают, и в субботу и воскресенье хитрые. Они некоторые места отдельно продают, именно то, что это выходной. Зарабатывают на этом хорошие деньги. Я не знаю, сколько тут 1000 этих зонтов стоит. Очень много. Там где-то находил, точно, конечно, считать мы не будем, но где-то стояло то, что 18 000. Но если это реально так и есть, можно представить, сколько бабла. То есть 18 000 зонтов. Каждый зонт это в неделю стоит 61 евро. А если ты берешь там, допустим, есть специальные секторы, где отели, у них там уже зонтики другие, у них там чуть-чуть там какие-то свои преимущества, там стоит место в разы дороже. Обалдеть. Видел фотографии, пару раз показывали, короче, когда вот именно пандемия, все вот эти темы была, то, что там зонтик, там, допустим, там 5 или 2 метра был обштант, вот это вот расстояние до другого зонтика. Сейчас опять так же стоят на привычном месте друг от друга все, тусуются толпами, все круто, ну, нормально прям. И уже вот сейчас вся деревня почти что уже на море тусуется. У нас сейчас мелкий спит, мы чуть попозже пойдем.
что вот этот загар в обед — это очень опасная вещь. Сейчас ультрафиолета много, потому что никакой облачности нету, все открытое. Можно очень спокойно испортить кожу. А вот как раз вот сейчас часиков 4, когда уже пойдет на спад, вот, с 4 до 7 вечера и загорать нормально, солнце нормально, все четко. Я вчера вот так походил, чуть потемнее стало, но таких прям, чтобы ожогов резких нету. Руки у меня, плечи здесь прям больше подошли, чем руки. Надо будет обязательно еще намазаться, чтобы было красиво. Иначе можно много натворить. Пару раз уже сгорал, последние года. Сейчас уже нет, сейчас уже аккуратнее насчет этого стараемся. Вода вчера, конечно, была, блин. И поскольку на улице так хорошо, вот, все время тепло, и то есть, в следующие разы пойдем, будет намного лучше. Вчера, кстати, в ресторане брал францисканер, немецкий, это Weizen. Тоже ничего. Но, если честно, то, что наелся вот того всего чуть-чуть. Все так вкусно, да, порции большие, есть прям как-то неохота. И цены, я бы сказал, вот за последние там 5 лет, то есть меню в ресторане стало дороже на 70 центов, ну как бы нормально, то есть ничего такого страшного. Им как бы сейчас везде вот это все идет, цены вверх растут. В магазине также мы были, тоже по ценам видно, что чуть-чуть добавилось, потому что сколько ты уже знаешь, знаешь, сколько примерно что стоило раньше. И, соответственно, сейчас вот это наблюдаешь за этим всем, ну как бы не без этого. Что-то прям вообще в цене сильно не поднялось, что-то прям сильно поднялось в цене. Есть разница какая-то, но это такое себе, но без этого никак. Это инфляция, но вот есть такое. Завтра, наверное, пройдусь там по квартирке. Ну, тут, конечно, много ничего нет, но может что-нибудь интереснее показать. Прям самого лифта до квартирки прогуляться. Сейчас попозже на штранд пойдем. На пляж. Нормально. Прохладные напитки всегда хорошо. Ну, ладненько, если не знаю, что сегодня будет, вечером не будет, посмотрим. Если что-то будет интересное, само собой запишу. Вчера у нас вот был фейерверк, это прям бомба. Я думаю, если вы это видите, то уже фейерверк-видос, я его буду, скорее всего, записывать отдельно, потому что это просто что-то с чем-то. Вы должны просто 15 минут включить и наслаждаться вот этим вот кайфом. Стояли прям, аж это народу пришло сколько, да, и так красиво. И причем это, как я понимаю, каждый год. И 8 лет назад мы фейерверк захватили. И вчера мы такие напряженно находимся и такие в микрофон говорят: 23:00 фейерверк. Вау, круто. 8 лет назад мы были, это было в июне, середина июня было, что ли, а сейчас вот июль, четко. Фейерверк за 8 лет хуже не стал, мне кажется, даже лучше стал, ну красота прям реально. И я уже говорил в вчерашнем видосе или в сегодняшнем, уже не помню, то, что в Германии нам этот весь фейерверк на Новый год весь прям перечеркнули, да, обломали все это дело. Видите ли, это да нет. Природу решили защитить, и плюс еще что-то. Короче, отмазок было миллион. Такие нелепые. Весь земной шар фейерверк поджигает, смотрит и кайфует. Это праздник, это рабочие места. То есть это все делается прям люди, которые на это обучены, которые много лет этим занимаются. Фейерверк вот это строят, подсоединяют. Это работа, это реальная работа, это не все так просто. Но у них было как обычно. Миллион отмазок. Это просто что-то с чем-то. А так вот, здесь хоть кайфанули, прям ух. Такие вот дела. Пойдем еще отдохнем чуть-чуть. Сейчас прям на улице даже сидишь, я сижу, говорю, и горячий воздух горячий. Прям вообще
где такое еще бывает, только в отпуске. Потому что у нас в Германии, если воздух горячий, то дышать нечем, ты сидишь, потеешь как конь, потому что там влажность воздуха. Здесь до моря, в принципе, рукой подать. Такой влаги в воздухе есть, но намного спокойнее, если ты переносишь. Сейчас, конечно, вот, когда под 40 подходит, температура уже есть. Если здесь 30 градусов, то это вообще абсолютно классная погода. Вчера, вот, допустим, гуляли вечером по городу, там 32-30. Вообще прям было супер. А сегодня, сейчас уже, конечно же, пик подходит, то есть через полчасика у нас будет здесь максималка. И это прям, мало комфортно, но не страшно. То есть потом с 4 часов, конечно же, вечера пойдет спад вниз, и вот пойдем на море, как раз уже и водичка будет, соответственно, все. Конечно, да, вот там минус такой на море, то что вот этот вот баламутится вот этими волнами, песок все вот так вот прокручивает, и первые там 50 метров такая муть, то есть, вода такая мутноватая, да, водоросли могут подплыть, но это вообще не меняет никакой ситуации. Вода прям очень теплая, очень. Как-то вот так. Вечером как-нибудь, может быть, проходить, там дети что-то ракушки собирали, посмотрим. Кайф. Если так 2 недели погода будет, то это вообще отлично будет. Лучше даже не придумаешь. Раз в год. Там уже будем посмотреть. Кстати, что еще заметил, когда мы последний раз здесь были, стройки были в городе. Одна стройка была, вторая, третья. Сейчас все обустроено, отели, то есть, как апартамент тоже. Ты берешь там, допустим, вот эти вот квартирку снимают и живут. Вот напротив там у нас вон там вот этот вот балкон, вот это все стекло, где все новое. Вот этот весь вот этот кусок дома, там 4 этажа. 4 этажа дома, там все абсолютно новое. В то время там был, в 2019 году там была стройка. В городе тоже у нас есть еще такой 4-этажный домик. Круто, молодцы, продвигаются. Конечно, много очень старых зданий, да, то есть у нас тоже это здание, не знаю, сколько ему тут лет, 30 лет назад его строили, 20 лет назад, я не знаю, но вот итальянцы насчет этого с ремонтом, они не вот так вот, то есть делают на тяп-ляп, отшибись, да, то есть они сильно до этого не дотошные, не парятся, да, если где-то там трещина или где-то кусок штукатурки отвалился, зашпаклевать еле-еле и закрасить так, на отшибись, это они прям могут, вы заметили. Это вот все вот эти вот мелочи, которые в квартире недостатки, они как бы по ровному счету, то есть приходишь домой, тут кондиционер не выключаю, это радостно, то, что у тебя квартира прохладная, все, четко отдыхаем. В душ сходил, прохладненько, сел и кайфуешь, и отдыхаешь. От всей вот этой бытовухи чуть-чуть расслабиться, так вот, перезагрузиться, отдохнуть. Из-за этого вот эти вот какие-то там недостатки, которые, там смотришь, там что-то не так, это что-то не так. Здесь это вообще мало какой роли играет, потому что много кто живет в квартирах, которые там вообще прям, в Германии сказал, надо ремонт делать. Здесь как бы на это вообще забили, по большому счету, я говорю, сдают с 1 апреля по 30 сентября. Остальные полгода в деревне остается тут дедоеда перечелся, очень мало человек, там, где мы гуляли до этого, где вот частный сектор такой, да, центр, вот это все, магазины, все это закрывается. Один раз мы это, кстати, уже и видели, мы здесь были по 16 сентября в 2017 году, и мы видели, как все это закрывается. Все вот в таком духе. Каждый день будем что-нибудь интересненькое смотреть, записывать и думать, как дальше. Сейчас клево то, что ты просыпаешься, у тебя здесь каждый день одно и то же. То есть пространство в неделе, пространство вот этих вот дней недели вообще теряешься, потому что ты проснулся, погода кайф, еда вкусная, все четко. И что это в субботу здесь было, что в воскресенье, в субботу мы много, конечно, в дороге провели, но в воскресенье, сейчас вот понедельник, я спрашиваю у жены, какой день недели, потому что ты смотришь на улицу и все классно.
Почти 8 вечера, солнце еще нас радует. Пойдем с мелким прогуляемся. Понравилось море? Человек первый раз на море. Понравилось? Ну а что бы не понравилось? Ну сегодня мы в другое место пришли, которое будет следующие почти что 2 недели с нами. Вчера у нас было такое место на время, чтобы мы лишь бы посидели вчера, потому что вот эти вот дневные туристы, а вот сегодняшнего дня до 29 июля у нас одно и то же место. Он ходит за странцы, сейчас покажу. Полетел. Вон засранцы летают. Остатки ищут. Вот здесь вот с палатками, со всеми делами. Тут пальмочки. Кто вот в отеле здесь зажигает. Вот. Кто-то фотается. Девушка пришла фотографироваться. Пока никого нет. А вечер. Вон он в оранжевом ходит, фотографируется. Специально пришла на места, тут это отельные места, вот такие у них белые зонтики, там всякие есть, ну прям стоит подороже эти места. Вот здесь вот такие зонтики, зонтик, у тебя лежанка и стул. Нормально. Вот кружок классный, красный флажок, тут стоят на пляжу такие флажки по скорости ветра, волн, все, разрешают типа выезжать или нет. Сегодня красный флаг. Волны есть, на маленьких вот этих вот педальных байдарочках выезжать нельзя. Сразу видно народ здесь. И все. Мы чешем. Пляж. Песочек. Такой, оба. Бумс. Сейчас уже вон. Уже вода уходит. Все, меньше. Вот, то есть в обед вот где вот мокрый песок. В обед там была вода. Теперь ушло. Там вот красный флаг болтается. Катамаранах ничего не разрешают, вон. Только вот народ до определенных там поплавков, плавающая зона и все. Там дальше вон вдалеке, вон там, где он, вон там корабль. Тут еще корабль там плавает. А вот на той стороне, вон там, горы вон там Хорватия. Если у нас море-то одно, просто разница, здесь песок баламутит, вот такие вот остатки вот ракушек здесь есть. Вчера не было, вчера мы были вон там 500 метров дальше, сегодня есть. А вот здесь еще такие встречаются, оба. Видали? Вот это вообще тема. Ай-яй-яй. И лучше пока не дышать, не попадаться. А вот так вот водичка, все нормально. Карина. 30-40 метров такая мутновата, но на температуру воды эта роль никакой не играет. Единственное, конечно, что я заметил, вчера здесь вот эти ездили джетски, всякие вот эти корабли, они там когда вот погоняют, там пропеллеры все набаламутят, и у тебя вот водоросли прям на берег замывает. А так вот Адрия, конца и края нету. Сколько воды, много-много. На той стороне, вон там Хорватия, горы, тот берег, это он Хорватия. То есть, если в ту сторону плыть, когда-нибудь окажешься в Хорватии. Так, ой, зашли мы вместе с полотенцем, все, прогулялись, здесь вон кто-то сегодня строил, бывают дела, а вон там уже стоят лодки на корме, в аренду. Вот зонтики уже позакрывали. Такие вот мотели стоят первые. Сегодня, который возле магазина фотографии записывал. Реально история уже такой 60 лет как курорт. Круто. Молодцы. И последние годы только лучше и лучше. Тут сейчас вот, я говорю, вот 10 лет назад еще курили, тут бычки все сидели, тут дымели. Сейчас прям сделали отдельно места для курящих. Все-таки штрафы будут соответственно. Вот так вот. Такое вот море. А вечернее солнышко самое такое. Самое то. Ну вот палатки стоят, вот какие-то вот такие с крыши прям. Это вот
бы отелю принадлежат. Прям стоит название в начале этого сектора, какой отель, вперед. У них даже вот пальмы поставили, прям у них прям все дела. Ну, мне как бы здесь и без пальмов нормально. В городе там пальм много. Пару инфы вчера почитал про деревню, про как все строилось туда-сюда. Короче, вот этих вот зонтов здесь 18 тысяч. Я сегодня уже говорил, наверное, в обед. Я просто до сих пор еще такой считал, такой смотрел штрант. Реально очень... Самый длинный, короче, пляж, штрант, говорю, все по-немецки. Самый длинный пляж здесь, да. То есть здесь, кроме того, что здесь половина Германии отдыхает, Словакия, сейчас прям есть и с России, с Украины, Австрия, Голландия, очень много в этом году, очень много Голландии, потому что Испания все-таки отпуск цены подкрутили, Турция тоже, а Голландия, так же как и на автомобиле, вместе с нами по автобану вниз спустились и здесь. И это, как я понял, по протяженности самый длинный пляж здесь. То есть рядом есть два города, там пляж по 5 километров, там 2 километра. У нас тут 8. Кстати, 8 километров, песочек, все дела. Пойдем домой в душ, переодеваться, а потом в ресторан, потом ужинать. Посмотрим, что к чему. Солнце не переставляет удивлять. Вот, и стоит погода, сегодня смотрел в телефоне, всю неделю прям бомба. То есть 32-34 тепла и все. Влажность воздуха в один день 5%, в другой день 0. Для Германии это, конечно же, прям, чтобы влажность этого воздуха была такая под 0 и в 32, это прям, я уж такого не помню. И вот так каждый день. Точно ходит здесь? Поезд, мусон. Свет здесь тоже так моргает. Чего у тебя там, доча? О, масика, спагетти. Вообще красота. Гарнелечки, гарнельки. Что у нас тут? Курятина. Кстати, что меня удивило, курятина здесь дешевле. Реально? Дешевле, чем в Германии. Нормально. Вот. Короче. Залил 2 шорта и все. Пойдем прогуляемся еще чуть-чуть. Все, остались жетоны на игровые автоматы. Прям ужин был сегодня. Шортс про ужин, конечно же, есть. Посмотрите. Идешь, просто гуляешь, как понедельник вообще. Как. Освещение прикольно. На балконе сделали таким трафаретом. Как освещается четко. Сдалека выглядит вообще феноменально. Здесь же стеклянная реклама перед этим. Тоже интересно. Какие-то новые, видишь, подачи. Вон там, вот там балкончики. О, вон там прикольные. Не знаю, можно так? Нет. На этой камере не могу увеличить. Вообще, если честно, чуть-чуть расстроен, но обязательно сейчас вот видос запилю сегодня. И, конечно же, полетят влоги. Обязательно. Прям не будем отставать. Что у нас там?
Смотри. Насик. Смотри, сына. Сына. Ой, в кольцо, в кольцо. Эй, вы что? Давай, смотри. О, я сразу же просто так бросил и попал. Эй, Карина. Мама глупа. Эй. Глупа. Да, сейчас. Вот, да. Байки, байки. Вчера прям народу было до хрена. Сегодня ажиотаж упал. Первый день всегда, когда приезжают, прям народу много. Сейчас уже успокоились, я бы сказал. Но это не страшно. Мы последние свои эти использовали. Артура, сегодня спокойнее, да? Вчера здесь прям вообще было жестко. Потому что вчера воскресенье, свеженькие. Иди. Поле чудес. Давай мне мороженое. Ich habe eine Zero. Жвачка. Домой? Хватит. Ну пойдем. На следующие дни. Да, да, сходим туда. На следующие дни будут очень интересные вещи. Уже сегодня нашел расписание, так что контенту быть. Да. Просто пошел в агентуру, короче. Что-то интернет, когда вот последний раз перед игровой этой. После шортов все сдал. Но расписание есть, короче. Скоро будет много интересного. Я очень рад. Все. Вон там туалеты есть. Ну, еще не все спать идут. Еще есть магазинчики вон. Пиццерия. Которые еще долго работают. Отельные, рестораны, бары еще все работает. Всякие снеки. Море сильно не видно. Ну, думаю, слышно. Послушайте. Ну, тут водоросли новых рыб. Отели, бары. Тут, короче, отдыхают товарищи сейчас, поскольку лежанки вон пустые, отдыхает молодежь. Музон, дискотека.